Спонсор выпуска — кэшбэк-сервис getcashback.ru. Возвращай процент с каждой своей онлайн-покупки в любом интернет-магазине. Хороший процент возврата, партнерская и бонусная программа, а также скидки и уникальные купоны. Регистрируйся сам и зови друга на getcashback.ru. Первая ссылка в описании. Приветствую вас, о жители галактики! На минувшей неделе пробудилась сила. Китайские дроиды собрали для вас очень много вкусных новинок. О них сегодня и пойдет речь. Сегодня для вас выпуск проведу я, Кайло Рен. Поехали! Компания ZTE представила гигантский 6-дюймовый смартфон Axon Max, который по задумке вендора станет конкурентом Huawei Mate 8. Внешне телефон почти в точности копирует дизайн Huawei, а основные отличия находятся в железе. ZTE Axon Max построен на базе середнячка Snapdragon 617, а Huawei Mate 8 использует в качестве центрального процессора топовый Hi-Silicon Kirin 950. У Huawei Mate 8 есть флагманская версия с 4 гигабайтами оперативки и 128 гигабайтами постоянки на борту. О ней как-то я вам уже рассказывал в предыдущих выпусках. ZTE Axon Max комплектуется только одним набором памяти — 3 гига оперативки и 32 постоянки. Фишкой нового Axon Max является поддержка 3 биометрических технологий аутентификации, говоря человеческим языком, разблокировка смартфона с помощью радужной оболочки глаз, голосом или отпечатком пальца. Для Китая цена на ZTE Axon Max составила 2799 юаней, что в переводе на доллары составляет аж 432, а характеристики самого смартфона выглядят так. 6-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD, процессор Qualcomm Snapdragon 615 MSM 8952, 8-ядерный с частотой 1,5 ГГц и видеоускорителем Adreno 405, 3 ГБ оперативки, 32 встроенной памяти с возможностью расширения до 128 ГБ, основная камера на 16 мегапикселей с апертурой f1.9, а фронталка аж на 13 мегапикселей, 2 сим-карты формата Nano с поддержкой 4G+, сканер отпечатка пальца, USB Type-C, металлический корпус толщиной всего 7,5 мм и аккумулятор 4140 мАч с быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge 2.0. Работает аппарат под управлением Android 5.1, прикрытый фирменной оболочкой Mi Favor 3.5. Откровенно говоря, довольно странный ход со стороны ZTE продавать середнячок по цене флагмана и позиционировать его как флагман-убийцу другого флагмана. Если взять во внимание разницу в цене всего лишь в $31 между ZTE и Huawei, новинка становится еще более странным выбором. Выбором, ведущим на темную сторону силы. Освободи свой разум, юный подаван. Переходи на сторону темного владыки, у нас есть печеньки. Извините, вновь гены Дарта Вейдера взыграли. Если вы считаете странным ZTE Axon Max, то вот вам смартфон еще страннее. Ramos R9. Ramos R9 очень тонкая и очень дорогая новинка, вышедшая на прошедшей неделе. Она является третьим по счету смартфоном компании, и вновь это удар мимо ворот. Если с планшетами у производителя все было очень хорошо, и они в свое время пользовались даже каким-то спросом, то мобильники для них явно путь проб и ошибок. По заявлениям производителя, Ramos R9 представляет собой имиджевое решение в ультратонком металлическом корпусе, что в переводе на русский означает «мы постарались точно скопировать дизайн айфона вплоть до вариантов расцветки корпуса». Толщина смартфона составляет всего 5,5 мм, а сам корпус выполнен целиком из металла. Остальные технические характеристики Ramos R9 выглядят так. 5,2-дюймовый IPS LTPS дисплей с разрешением Full HD, 8-ядерный процессор MT6753 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 3 ГБ оперативки, 32 встроенной памяти, 2 сим-карты с поддержкой LTE, задняя камера на 13 мегапикселей Sony IMX214 с апертурой f2.0, передняя камера на 8 мегапикселей OmniVision OV8868 с апертурой f2.4, сканер отпечатка пальца, OTG, GPS, GLONASS, вес в 133 грамма при толщине корпуса 5,5 мм. Емкость аккумулятора при этом составила 2400 мАч, а работает смартфон под управлением чистого Android 5.1. Если вы хоть немного понимаете в мобильном железе, то уже скорее всего успели заметить, что в качестве процессора используется довольно бюджетное решение MT6753 и средняя по сегодняшним меркам камера. А это значит, что ценник на такое устройство никак не может превысить планки в $200. Но Ramos R9 стоит
340 долларов. За эту сумму можно купить, например, ZOOG Z1 или Xiaomi Mi 4C в топовой комплектации с доставкой прямо до вашей двери, и еще немного останется на жвачку. Если вы представитель Рамоса и смотрите это видео, то убейте того человека, который рисует ценники на ваши смартфоны. Это отвратительно. Вы ведь не мировой бренд, вы ведь даже не HTC в конце концов. Даже для темной стороны это омерзительно. Фу, такими быть. ZTE выпустила смартфон-долгожитель Voyage 3. Это компактный 5-дюймовый смартфон с аккумулятором на 4080 мАч. По официальным заявлениям, в режиме ожидания его время работы составит 35 дней, а при обычном использовании смартфон сможет продержаться без розетки 6 дней. Характеристики смартфона следующие. 5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD, 4-ядерный процессор MT6735P с частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ встроенной с поддержкой карт памяти до 32 ГБ, 2 сим-карты, 2 камеры на 5 и на 8 мегапикселей, ОТГ, толщина корпуса в 8,4 мм, вес в 151 грамм. При этом они умудрились запихнуть в корпус вышеупомянутый аккумулятор емкостью на 4080 мАч. Работает новинка под управлением чистого Android 5.1. ZTE Voyage 3 уже поступил в открытую продажу в Китае по цене в $124 за штуку. Тут я ничего оригинального придумать не смог, это просто смартфон с большой батареей. А на этом все. Вот такая выдалась неурожайная на новинки неделя. Не забывайте подписываться на канал, вступать в группу ВКонтакте и пользоваться кэшбэк-сервисом getcashback.ru. Заходите на канал, чтобы посмотреть другие видео. Переходите на темную сторону. Всем спасибо за внимание. Всем пока.